Итак, криптоэнтузиасты, ну что? Трамп, конечно же, объявил о том, что он берет в резерв Аду Кардану, XRP, Solana. Выпустили такую новость, и у нас рынок конкретно отреагировал. Ну да, он, конечно же, не говорил ничего о биткоине. А то там уже хейтеры в шорте пишут, что типа это совсем другие активы. Вы должны понимать, что мы на хайпе. Вот что. Итак, ну что у нас? Приток капитала есть. Просто аномальный приток. Аномальные движения на рынке. Они уже ого-го. Биточек наш 90. Биточек 90. Дай бог, чтобы у нас уже был действительно разворот альткоинов. Кстати, просили посмотреть RCI. Сообщество. Давайте мы посмотрим сообщество. RCI. Так, тут у нас камеры. Или RCI, или RCI. Так, на биткоин, не биткоин, а совсем другие валюты. Да, все правильно. Вот я тебе отвечаю в комментарии под видео. Да. Ну это ж все хайп. Ну нужно что-то там, понимаешь? Да. Соль. XRP. И ADA. Кстати, кроме XRP у меня есть эти активы в портфеле. Посмотрим, что там у них произойдет. Дальше. Спасибо за обзор, пожалуйста. Они с ростом эфира не росли. Тот же Stark. Не, ну почему? Starknet рос вместе с эфириумом. Рос он. Эфир у нас же рос в декабре. И Stark тоже вырос. Но не сильно. Но нужно понимать. Тогда у нас доминация битка где была? На хаях. И там ни о каком речи альтсезона, в принципе, быть не может. Там был просто локальный альтсезон и все. Многие сейчас говорят, что типа в марте был альтсезон, в декабре был альтсезон. Все, больше никакого альтсезона. Ну, ребята, ну, я же в рынке уже ж не 1 месяц нахожусь. Вот где наш индикатор альтсезона. Да, вот здесь был альтсезон, вот здесь был альтсезон. Но, само собой, у нас был и в 22 году альтсезон. Вот у нас тоже был альтсезон. Я здесь все это участвовал. Это локальные альтсезоны. Движение просто альты для того, чтобы их там раскачать. 2-3 икса сделал и ушел. Все. Но глобального альтсезона у нас не было. Вот, глобального. Мы же хотим увидеть глобальный альтсезон, который был в 2017 году, в 2021 году. И эти альтсезоны, вот это шикарный вид. Доминация биткоина начала падать. Мы с вами рассматривали доминацию битка, указывали вот этот вот блок, то, что это будет блок поддержки. Я тогда высказывался то, что это будет блоком сопротивления, в шутку. Кто-то сказал в телеграме, типа, это у нас не блок сопротивления, блок поддержки. А я говорю, нет, это у нас блок сопротивления, потому как доминация биткоина у нас здесь сопротивляется и не хочет просто собака-дыка падать, понимаете? Ну, вот это просто так шутка. Ну, данный блок у нас, в принципе, пробит. Это хорошо. Дай бог, чтобы мы начали уже потихоньку шлепаться. Вот. Также, там есть хейтеры у меня некоторые. Хейтерочки. Давайте мы посмотрим эфир относительно битка. Сегодня у меня свободное время. Можно, конечно же, уделить время рынку. Доминация стейблов. Неплохо. Есть реакция, пошло падение. Выгрузили, конечно же, это все дело с рынка в стейблы. И запампили. Также по поводу стейблов. Ну, здесь у нас сейчас на данный момент происходят аномальные вещи. Это они
анализу не поддаются, потому как это просто аномальные вещи, они с имбалансами, с ордер-блоками, короче говоря, с гэпами, все это дело происходит аномально. Но стейблы, доминация, давайте все мы посмотрим по порядку. Доминация стейблов USDT отрисовали медвежий флаг. Неплохо. Мы с вами рассматривали то, что могут, конечно же, сделать вот такое движение. Вот, сюда, вот, диапазон 33, 22, 3, 29. Может ниже опустят, может не дотянут. Но здесь будет пик бычьего рынка. Вот он, в принципе, этот пик бычьего рынка. Я его, в принципе, рассматривал еще очень давно, этот блок поставил. Что он, по всей видимости, начнется с августа 2024 года. Но тогда альткоины не сильно, конечно, пампились. Но вот это будет пик бычьего рынка. Вот как только мы сюда достигнем, все, нужно покидать рынок. И это реально, это реально. Сейчас у нас здесь на RCI все это дело было на хаях. Посмотрим, как у нас будет дальше обстоятельства идти. Так, со звуком, я думаю, все нормально. А Гирчик свою рекламу сунет, он мне тут TradingView сунет, короче, свою рекламу. Трейдинг, он там занимается трейдингом. Курсы продают и все. В принципе, ну что, у нас тут все было на хаях. Посмотрим, как будет дальнейшее падение. Тут все идти. По поводу доминации глобально давайте посмотрим. Вот, в принципе, вот это вот я здесь ожидаю пик бычьего рынка, того самого альт-сезона. Здесь нужно будет покидать рынок по-любому. Также мы, в принципе, что мы сейчас здесь находимся? У нас есть здесь такой цилиндр. Может кто-то скажет, что это цилиндр Ливермора. Ну, есть здесь одна трендовая, вторая трендовая. Может быть такое, что мы в этот момент как раз пробьем эту трендовую и опустимся сюда вот ниже. Может быть такое. Но ниже падать, я думаю, что навряд ли мы будем. 21 год. Аналогичная ситуация была. Смотрите, вот у нас был один медвежий флаг, второй медвежий флаг, и потом вот тут вот долбили. Может, мы даже сильно низко и не упадем ниже этого флага, но здесь уже вот пиковая точка, то, что здесь уже действительно заканчивается пик бычьего рынка. И как раз у нас на недельке мы можем увидеть зеленое, красное. Они могут пересекнуться, эти скользяшки. И это будет уже говорить о том, что здесь будет тренд разворачиваться. Ну, вот как было это, например, в апреле. А что у нас на месячном? Давайте посмотрим месячный. Вот. Месячная у нас тут уже зеленая. Красная уже вообще болтается по самому низу. Скользяшка. И, по всей видимости, здесь будет пересечение. И потом мы уйдем выше. Ну, вот сюда вот. Будут люди выходить в стейблкоины, и это уже будет медвежка. Будет уже стейблы будут сильно преобладать на рынке. Доминация будет USDT расти. Это будет медвежка. Дай бог, чтобы мы увидели действительно этот альт-сезон, чтобы мы зафиксировали прибыль. Потому как не фиксируя прибыль, ты просто соскамишь весь свой депозит. Так, ну в принципе здесь у нас ситуация неплохая. Здесь у нас ситуация неплохая. Так, кто-то пишет. Кто-то мне здесь пишет. Ну, это мне пишет. Это мне тут уведомление с биржи, то, что эфир 2400. Неплохо. Я думаю, что мы все это дело вытерпим. Итак, ну что у нас? Ну, в принципе, что? USDT мы посмотрели. Давайте посмотрим теперь. Так, биток. По целям все идем, все шикарно. В закрытом канале я, конечно же, давал пост, то, что здесь у нас будет рост. Кто находится в закрытом канале, кто, конечно же, хотел рискнуть, зашел, заработал, бабки забрал. Лайк, подписка, комментарий, благодарность. Итак, ссылка на телеграм-канал, телеграм-чат, на закрытый канал есть в описании под видео. Кому интересно, обращайтесь. Биток 91. Это хорошо. Это хорошо у нас. Так, тут опять там Binance пишет, типа, что уже все начинает лететь. Ну, это хорошо. Сейчас я думаю, что это все вот как раз начинается, все это дело. Но по временному интервалу здесь рано еще радоваться. Мы с вами неоднократно рассматривали
То, что где-то 15 февраля я уже ожидаю то самое движение, которое будет интересное на крипторынке. И оно, в принципе, оправдалось. Кто старичок на моем канале смотрит, то примерно где-то в середине осени мы в одном из видео рассматривали то, что середина февраля, а это 15 где-то февраля, начнется то самое движение. Да, здесь у нас произошла манипуляция, ну понятно, что биток был такой перегрет. Ну дай бог, дай бог. Будем надеяться, что дальше у нас все будет хорошо. Также, что касательно аномалий, мы видим то, что у нас здесь сильнейшее поглощение на Total 3. Быстро поглотили, просто в моменте поглотили слив. Просто в моменте. За 2 часа, смотрите, за 4 часа у нас здесь поглощение. И рост произошел на 12%. Как у нас было на истории? Давайте мы посмотрим на 4-часовичке. Вот у нас 4-часовик, а мы можем еще здесь открыть дневку. Дневка. Ну дай бог, чтобы все здесь у нас было четко. Также RCI, RCI, ну короче, нет смысла. Потому как некоторые там хейтеры уже хейтят меня. В принципе, что? У нас здесь конкретная разгрузка произошла, и скользяшки здесь вот уже перевернулись. Красная, зеленая внизу, красная вверху. На рост это все дело. И тут у нас движение за сутки. Давайте посмотрим движение за сутки. Получается у нас биток 91. Спасибо. Так, движение у нас тут на 15%. Что у нас было в прошлом цикле? Давайте мы посмотрим историю. Многие, конечно, говорят, что смотреть ту историю, типа там, а что нам смотреть? Как нам анализировать график, если мы не знаем то, что было когда-то? И в принципе, я думаю, что мы где-то находимся, вот у нас апрель, а мы где-то вот здесь вот находимся. Вот здесь вот. Но тут видно, что у нас видно. Как все здесь развивалось. Ну вот, наверное, похожа вот эта вот ситуация, как было вот здесь вот, да. Правда, здесь был восходящий тренд. Восходящий тренд. А тут у нас было движение на 13%. В принципе, нормально. Поглощение было хорошее. Также вот здесь вот можно представить, что это было вот здесь вот эта вот вся тема. 17%. Ну, в принципе, нормальное поглощение. Для Total 3 это не аномалия. Это хорошо. Может будет разворот. Американцы дают добро. Они смилуются над нами, хомяками. И в дальнейшем мы увидим альт-сезон. Здесь тоже было, в принципе, аномальное движение. Здесь тоже аномальное, здесь аномальное. На дневке мы видим то, что было сильнейшее поглощение просто. Вот, раз, раз, раз. Так что это нормально. Для Total 3 я думаю, что это нормально. И вот здесь вот тоже сильнейший движ был. Вроде бы так все это дело наклевывалось вниз. Хочется откорректироваться. Вот я еще здесь рисовал такой вот, что может быть такая коррекция. Ну, это мы, в принципе, рассматривали медвежий сценарий. Он нам не нужен. Это сценарий был бы, если бы мы отыграли, как Слез Сатоши говорил, что биток будет по 48к максимум, и дальше у нас все, роста по биткоину не будет. И вот этот был бы у нас медвежий сценарий, именно как рассказывал Слез Сатоши. Вот. Ну, дай бог, что он просто не отработал. Потому как, ну, куда оно годится? Это скам просто был бы полный. Вот здесь у нас шикарное поглощение. Надеемся, что у нас понедельник не обновили даже лой. Надеемся, что у нас понедельник, в принципе, откроют. Все у нас будет шикарно. Я вот не знаю, почему они так заявили именно в воскресенье. Здесь у нас вот так вот раз. Закругленное донышко. Ну и, конечно же, дальше все любят это слово to the moon. У меня всегда на канале To The Moon. Без To The Moon мы, конечно же, жить не можем. Да.
Все хорошо. Ну, в телеграм-канале я тоже говорил то, что нужно эфир подбирать на вот этой вот коррекции, которая произошла. Многие спрашивали, что купить. Я говорил, нужно купить эфир. Нужно купить эфир. Ну, в принципе, по Total 3 прикольно. За сутки просто поглотили все это дело. Даже буквально не за сутки, а за пару часов. Смотрите, у нас недельное поглощение просто в моменте. Это хорошо, будем надеяться. Ну, конечно же, я неоднократно говорил, что на пике бычьего рынка Total 3 ожидаю 2 триллиона долларов. Вот этот блок. Можно цели немножко уменьшить будет. Если у нас в дальнейшем не будет расти биткоин. На портфеле смотрите, что творится. Моментальная палка, зеленая. Это просто трэш. Красота. Просто поглотили все это дело. Но все равно есть просадка. Также. По поводу Total 3. Цена битка 91 900. Сейчас начнут колбасить биток. Но биток он уже все. Он уже свое отыграл. Сразу скажу, что тот, кто держит биток, можно, конечно же, держать. Но я не говорю, что вы там продавали биткоин. Вы это делать будете сами. Я никому ничего не буду рекомендовать. Мы просто делаем обзор. Все. Но именно вся вкусная тематика по биткоину уже все отыграла. Считаю. Кто-то может холдит там биток, пускай до 2050 года, там, может кто-то инвестирует в криптовалюту там с целью 10 лет, там, 50 лет, 80 лет, 100 лет, например. Может кто-то хочет инвестировать в крипту, держать ее там 100 лет. Это ваше, конечно же, решение. Я, например, не хочу 100 лет держать крипту. Мне будет достаточно буквально 4 месяца подержать. Кто-то хочет, пускай держит 100 лет. Ну, шутка, конечно. Так, но именно то, что по битку уже здесь все у нас отыграло. И капитализация битка, давайте мы посмотрим. Капитализация битка, ну вот так возьмем. Здесь у нас было на пике 2 триллиона 12. 2 триллиона 120 миллиардов долларов. И в принципе Total 3 тоже может достигнуть этих значений. По истории всегда так было. 2 триллиона 12. Давайте мы вот так вот это все сделаем. Ну, у нас здесь получается 14. Вот, 12. Вот. Это у нас примерно потолок. Но здесь может быть, если будет сильнейшая эйфория, мы можем уйти где-то на процентов 10, пускай, наверное, да, вот так вот шум сделать. 10% это много, но я думаю, что процентов 5 там пускай выше можем залететь. Но за это еще очень рано говорить, потому как мы еще даже не вышли с этого нисходящего канала. Это у нас бычий флаг рисуется. Это у нас рисуется бычий флаг. Биржи шлют, все, короче говоря, присылают. Все присылают, все туда-сюда. Короче, нужно. И еще плюс, само собой, тариф. Прислали сообщение. Так. Ну, цели у нас остаются актуальны. Как мы сюда доберемся, я не могу это знать. Но по времени мы видим то, что только март, а вот у нас июнь. Примерный пик бычьего рынка. По времени это нормально. По времени. Это в пределах нормы. Мы можем сюда вот так вот потихоньку. Вот у нас был толчок, триггер, короче говоря, для роста. И потихоньку начинать расти. Тут у нас будут подогревать все эти новости хорошие. То, что там типа блокчейны, атомы, стейкинги, ретро-дропы, ардропы, короче говоря. Все вот это, ну, я думаю, что вы поняли, что будет здесь происходить. То, что это незаменимые проекты, там, Аптосом можно рассчитываться там в метро. Это все будет.
Это все будет. Они поднесут такой новостной фон, что вам просто-напросто не захочется продавать альткоины. Вообще, эфир 2500, просто шикарно. Просто вы будете думать, да я попал в такую сказку, малину, что мне не нужно это все продавать. И это как раз нужно будет продавать по мере роста. Потому как если ты здесь это все дело не зафиксируешь, весь этот шлакокоин, он просто на медвежке укатается. Кто-то, конечно же, не верит в медвежку. Может, он ее не переживал, зашел в рынок 2024 года. Но я вам могу напомнить. Вы буквально зашли, может, осенью в рынок и получили вот такую вот просадку. Сейчас многие тоже сидят там в телеге, ноют, ой, просадка туда-сюда, типа, что делать там, ну, эта крипта задолбала просто. Вы буквально сидите полгода в этой медвежке и уже видите просадку там минус 50%. Да? А вы себе представьте, что вы будете на медвежке сидеть не полгода, а минимум 3 года в альткоинах, 3 года в альткоинах, и у вас будет просадка не 50%, а минимум 87, максимум 95. Если вы вложили в крипту, допустим, $100, то у вас будет на балансе 15 баксов. И там будет такое ощущение, что вот этот скам никогда в жизни он не вырастет. Он просто никогда в жизни не вырастет. Это будет очень мучительно. Так что на пике бычьего рынка нужно будет это все продавать. Да, конечно же, это будет тяжело, потому как даже если тот самый Aptos будет лететь там на $50, это будет жадность сильнейшая. Ты будешь думать, он будет лететь просто 200 баксов. Сейчас я зайду в метро, здесь расплачусь. А там еще, короче говоря, придумают, что можно будет в каких-то там ларьках его обменивать. Там еще какая-то чепуха будет. Ну, они будут это все дело лепить. Вот как сейчас Трамп говорит там типа, вот у нас там резерв. Ну, мы что-то все эти новости увидели, но только дампы были на рынке. То, что у нас Total 3 растет, это само собой, но только были дампы. Ну, посмотрим. Может, это уже как раз вот этот вот триггер, и мы действительно стоим уже на пороге движения. Конечно же, здесь движение очень огромное, и оно кажется, что мы сюда просто не доползем. Но вот у нас получается здесь 120%. И такое ощущение, что мы сюда будем ползти, как черепаха. Но, в принципе, что? Они могут поднести такой новостной фон, что, ну, очень положительный, там, типа, крипта, туда-сюда, и люди начнут массово вливать сюда бабки. А они будут вливать до той степени, пока медведи и киты не перевернутся и, ну, не придут продавать. Продавцы начнут давить рынок. Но достигнем мы сюда, пока что за это очень рано говорить. Вот что. Ну, биток у нас неплохо. Слив поглотили, дай бог, чтобы это у нас был не отскок какой-то, и в дальнейшем у нас продолжался рост, это будет очень хорошо. Также на месячном, давайте мы посмотрим, говорили там RSI на месячном, давайте посмотрим на месячном. Видим на месячном, там у меня есть такой медведь какой-то на канале завелся, он постоянно меня хейтит и говорит то, что у нас медвежка. Вот. Здесь вот на месячном мы видим то, что у нас здесь вот RSI есть уже здесь разворот. Вот. Мы достигли значения примерно с учетом этой всей коррекции 62%. Ну, не процента, а 62 пункта. Вот. И это нормально. Здесь по бычьи все пока выглядит. Здесь все у нас выглядит по бычьи. Это на месячном. Давайте мы, допустим, добавим стохастик. Посмотрим на стохастике, что он показывает. Относительной силы. Вот. Вот стохастик, да, у нас здесь на месячном показывает такой вот нехороший разворот. Но у нас только начался месяц, и может быть такое, что вот эта вот синяя скользяшка здесь вот раз и развернется. Может быть такое. На недельном. На недельном у нас уже здесь все просто шикарно разгрузили. Вот. А на месячном мы можем увидеть вот такое движение, как было вот здесь вот. Это 21 год. Вот тоже вроде бы будем падать, да? А потом раз и развернулись сюда вверх пошли. Это может быть на месячном так произойдет. Вот как было в 21-м, у нас вот здесь тоже вот так вот раз и развернут.
Тоже может быть такое. Ну, это все индикаторы, они же рисуются под цену, понимаете? Вот сейчас вот, допустим, рисовали, то, что типа будем падать. Один буквально пост и разворачивает рынок. Один буквально пост какой-то. На дневке тут разгрузка произошла. Дальше. По тотал. Видно, вот был локальный альтсезон, зеленое облачко. Вот еще один альтсезон, март 2024 года. Ну и вот ноябрь 2023 года, как только мы начали двигаться. На недельке. Давайте посмотрим недельку. Вот. И на недельке у нас здесь вот такое вот движение. Медвежий сценарий слез Сатоши. Так, это у нас было по поводу объемов, это мы уберем. И на недельке, в принципе, мы с вами это дело рассматривали, то, что могут отрисовать вот такую вот структуру. Сейчас вот здесь они сделают разворот, и ближе где-то к лету мы увидим еще вот такое вот одно зеленое облачко. Вот. И это будет говорить о медвежьей дивергенции. Пока она еще актуальна, она не сломлена, она будет сломлена, если мы уйдем выше этой трендовой линии. Вот у нас по поводу альты был сильнейший тренд по RSI в марте, потом в декабре. И здесь уже у нас сила будет намного меньше, но альткоины, конечно же, будут расти больше. А здесь будет увеличиваться вот так вот тренд. Это будет говорить о медвежьей дивергенции. И в принципе, вот здесь уже нужно будет покидать рынок. Если мы, конечно же, это все дело вот так отрисуем. Может быть такое, да, что мы, в принципе, уйдем на перехай. Вот сюда вот. То здесь уже будет слом медвежьей дивергенции. Но все равно это не исключает то, что у нас будет медвежка в дальнейшем. По-любому медвежка будет. Может будет такой вот тоже сценарий, что мы пробьем эту трендовую линию и уйдем сюда. Может такое. Здесь, ну, на сильной эйфории можем, конечно, туда улететь. Можем, конечно, туда улететь. Так. Вот. Уже есть пост. Биткоин и эфириум и другие ценные криптовалюты тоже будут в резерве США. Вот так вот. Так, уже начинают немножко делать огласку и в сторону битка. В принципе. Ну, здесь пока есть, что даже вот на недельке видно, что синяя развернулась. Вроде бы как закончилась коррекция. Ну, посмотрим. Еще за это все еще очень рано говорить. Только-только начинается какое-то движение. Биток 91-200. Ну, дальше уже все, не толкают. Дай бог, чтобы это было не фейк-памп. Потому как если это фейк-памп, и мы опускаемся вниз обратно, ну, это будет просто трэшамба твориться. Будет просто трэшамба. Здесь мы падаем. Это очень хорошо. Так, Total 3 мы посмотрели. Доминация биткоина. Нормально. Пробили мы наконец-то этот блок сопротивления. Потому как это было начало манипуляции того самого слива 3 февраля. Все, мы вернулись. Все хорошо. Нам нужно теперь здесь закрепиться. И дальше, я думаю, что будем вниз. Конечно, сейчас текущих падать уже тут, не знаю, будем ли мы падать или нет. Но в дальнейшем с какими-то проторговками, я думаю, что будет дальше падение. Вот. И фишка в том, что доминация падает, а биток растет. Так как, в принципе, ожидали, что на падении доминации биткоина будет расти биток. И в этот момент за битком будет расти криптовалюта, остальная, альткоины. Что у нас по Соланке? Давайте посмотрим. Там все-таки, как ни крути, новости нам подвезли с Соланы. Эфириум давайте глянем. Эфириум. Так, опять уведомление от Binance. Биток 91. Это хорошо. И эфириум относительно битка. Там есть у меня хейтер. Где ж тот разворот? Где тот разворот? Я бы тебе сказал бы где. Так. Ну, эфир у нас здесь что? Так, это мы уберем.
Эфир все равно слаб. Все равно у нас слаб эфир и все. Так, эфир. Стохастик тоже развернули. Вроде бы как коррекция здесь закончилась. Это на дневке. RCI тоже у нас развернули. Блок поддержки у нас так и остается актуальным. Сюда мы, в принципе, и не пришли. Это моя точка входа по эфиру. Я покупал эфириум. Да, ё-моё. Это моя точка входа. Так, пускай она и будет. Вот. Средняя точка входа по эфириуму. Ну, вроде бы как отскочили здесь, но все равно. Но здесь небольшое движение. Также давайте посмотрим эфир относительно битка. Давно мы его там не смотрели. Эфир относительно битка 2%. Но все равно тренд нисходящий остается актуальным тут еще. Дай бог, чтобы уже здесь был разворот. Как же его хочется. На дневке стохастик тоже уже нормально разгрузился. Давайте недельку включим. А то сейчас кто-то скажет, а ты ж недельку не включил. А вот у нас неделька. Тоже неплохо мы здесь разгрузили. RSI тоже у нас по днищу. Ну, не особое дно, 30%. 30 пунктов это еще не особое дно. Хочется здесь разворота эфира относительно битка, чтобы он так ушел вот сюда хотя бы. А здесь на недельке, давайте посмотрим недельку. Тоже нормально откорректировались. Откорректировались нормально на недельке. Запас хода есть. Ну и давайте, конечно же, месяц посмотрим. То еще скажут, что ж ты месяц не посмотрел? Месяц у нас, в принципе, здесь не перегрет. На эфириуме у нас здесь месяц не перегрет. И тоже здесь есть намек на разворот. Ну, вот как ситуация была вот здесь, к примеру. Все это мы на месячном разгрузили. Запас хода есть по стохастику. Это на бирже OKX. Также давайте здесь посмотрим месяц. И здесь аналогичная ситуация. Смотрите, RSI по самому днищу валяется. Стохастик тоже. Запас хода есть. Все это дело готовится к развороту, я думаю. Вот у нас месяц могут сформировать здесь хороший ордер блок. Зеленый такой вот. Поглотить полностью все это снижение. Только у нас 2 марта. Нам нужен самый важный показатель относительно альтсезона. Это эфир относительно биткоина. Как только он начнет набирать обороты относительно битка. Это может как раз быть этой весной. Тоже ж у нас доминация будет падать. И здесь мы увидим рост. Здесь мы увидим рост. Вот так вот. Да что ж такое? Сколько этих уведомлений? Опять, короче, нужно отключить. 91, там еще что-то. Боже мой. Это совсем нам не то, что нам нужно. Нам нужно, чтобы эфир относительно битка был хотя бы в диапазоне 0,06 сатоши. Вот. Тогда можно, в принципе, что сделать? Если вы держите эфир и хотите биток иметь себе в портфеле там в долгую, там, ну, на 100 лет, к примеру, там, если вы хотите там инвестировать в биткоин на 100 лет, держать его 100 лет, то здесь можно эфириум, допустим, который вы купили где-то сейчас, или там биток поменяли в эфириум, то здесь можно брать эфириум, дальше переливать в биток. И здесь можно будет получить примерно еще прибыли в 150%. Переходите с эфириума в биток. Можно потом биток продавать за стейблы. Уже при подтверждении, что будет медвежий цикл, потому как биток, он не сильно падает относительно альты. Биток, например, упадет на 10%, когда мы будем погружаться на медвежку. А альта сразу в моменте обвалится на 50-70%. Так же самое эфириум. И себе потом, когда мы погружаемся на медвежку, если вы там боитесь типа упустить супер прибыль какую-то, частично начинаете фиксировать биткоин. И все. Он начнет примерно потихоньку падать. Вот так вот вырастет все это дело. И потом потихоньку биток падает. Там 5%, 10%. И это уже понятно, что мы идем на медвежку. И здесь можно с битка уже выходить в стейблы.
Потому как альту фиксировать, ну, там просто обвал в моменте будет 50%. Бах и все. Как это он на репле, на лайткоине, например. И ты уже будешь, блин, что же не зафиксировал, опять будешь ожидать. А биток фиксировать на медвежку намного проще. И ты частично себе там выходишь. Нужно там тебе часть капитала. Забрал. Ага, не растем дальше, если мы чуть-чуть падаем. Некоторые трейдеры тоже фиксируют на падении. Не растем дальше, начинаем падать, видим то, что уже действительно рынок дальше не растет. И начинаешь на падающем рынке частично вот так вот фиксировать. Понятно, что хочется зафиксировать на хаях, но падение битка где-то на 15%, ну у тебя было там, допустим, 100 тысяч долларов на портфеле, а тут уже 85 тысяч долларов. Ну это нормально, ты фиксируешь 85 тысяч долларов. А если у тебя было 100 тысяч долларов в альте, сразу обвал на 50%, у тебя уже не 100, а 50 тысяч. И ты уже сидишь, думаешь, почему я не зафиксировал, я буду ждать дальше восстановления. А оно не будет, это восстановление. Вот что. Оно не будет. Так что здесь в битке намного будет проще фиксировать прибыль на падающем рынке, чем в альте. Ну и само собой, тут раскачал себе 150% забрал еще, биток фиксанул, выходишь в биток, потому как он более ликвидный, и он не так сильно дампится. И потом биток продаешь по рынку и все. А альты это такое, это просто манипуляция. Они нужны для хомяков, эти альткоины. Вот, 91 700 биток у нас уже. В принципе, я думаю, вы суть поняли. Тот, кто держит эфириум, тот, кто держит биткоин. Я думаю, что если вы держите эфириум, то эфириум не нужно продавать и покупать какие-то альткоины, скамовские проекты, которые потом вас дальше соскамят. Лучше всего эфириум перелить в биток вот здесь вот. И биток уже продавать на падающем рынке. Можно так сделать. Или там биток сразу можно продать. Или просто держать биток там 100 лет. Вы же инвестор на 100 лет. Я, например, в этом цикле собираюсь выйти в стейблы и вообще выйти в кэш, а там будет видно все это дело. Так, эфириум на часе. Ну, так себе. Памп. Ну, дай бог, чтобы это было не закончилось дампом все это дело. Потому как мы прекрасно знаем, как они умеют манипулировать. Все это дело. Ну, в принципе, посмотрим. Но все равно, это в принципе, ненормально. Это ненормально. Тут, как говорится, если сильнейшая палка роста, потом все это дело сдувает. Также, давайте посмотрим гэпы. Что у нас тут по битку? 84. Гэпов здесь особо ты не увидишь, потому как же биржа закрыта. ЦМЕ Чикагская. Вот у нас здесь гэп 94. 94, 93. И по битку, наверное, это у нас будет... Так, 92 500. У нас здесь тоже есть сопротивление сильное. И сейчас мы, конечно же, упремся в эту плиту бетонную. Так, давайте мы... Это мы рассматривали голову и плечи. Она уже, в принципе, у нас здесь отработала. Лонг у нас здесь отработал. Кто захотел, тот, конечно же, мог и зайти. Также у нас вот это вот все теперь сопротивление. Смотрите. Мы просто пришли в огромнейшую там плиту сопротивления. Вот она. И сейчас здесь, наверное, все вот этот вот памп у нас закончится. Может быть такое, что завтра у нас будет продолжение позитива, конечно же. Будет продолжение позитива. Здесь мы сделаем закрепление. И с проторговочками будем дальше куда-то расти. Ну, у нас нам нужно вырасти 108 тысяч. Но нам нужен здесь вот закреп сделать. Закреп и делать тогда разные проторговки. Это будет просто шикарно. Вот даже на 4-часовике у нас уже стохастик уже просто перегрет. RSI у нас тоже сила заканчивается. На дневке более-менее нормально. На часе у нас тоже это все дело в принципе как будто бы перегрето. Вот сейчас нам нужен здесь вот закреп. Закреп, и тогда мы сможем дальше куда-то расти там вплоть до 104 тысяч. В принципе вот так вот.
Solana. Что у нас по Solana? Давайте посмотрим Solana. Там она сильно тоже помпанула. По ней же новости ж вышли, что ADA, Cardano, Solana. Solana, да, хороший актив. Шикарнейший актив. Просто она показала тренд вообще в этом бычьем цикле. Ее можно было легко торговать на споте. Даже на 15 минутке, на 5 минутке проторговывать. Ну, Solana так неплохо. Тоже видно, есть голова и плечи на 4-часовике. Ну, у нас здесь такая корявая даже. Все равно поглотили, движение шикарно. На дневке по Solana. Может у нас здесь вот такая вот ситуация. Тоже был разворот, проторговки и ушли выше. Может и здесь тоже они отрисуют вот так вот разворот, проторговочки. И дай бог, чтобы Solana ушла выше. Это тоже было бы прикольно. На альтсезоне. Именно на альтсезоне. Ну, Solana, я думаю, что где-то 450 может дойти она, конечно. А может даже и выше. Держу я, у меня есть бесплатные монеты. Я по 11 долларов ее покупал. Так она у меня до сих пор и лежит. Solana хорош. Так, 92 500. Ну, так, чтобы закинули бы хотя бы биток в 95 бы. О, это было просто шикарно. Это было вообще шикарно. Но сейчас вот так нам нужно здесь уже загреб делать, проторговки. Потому как сопротивление по битку знатное. Также давайте посмотрим. Вот же у нас эфир двинулся, так? Давайте посмотрим Пепу. Я хочу посмотреть Пепу. Хочу Пепу. 83. Слабовато. Ну, 11% есть движение. А ADA Cardano, что там? ADA у меня тоже есть. Старый актив. Ух, 65%. Ёшкин кот. Вот это я понимаю. Вот так, чтобы мы по 65% каждый день. О, это было просто шикарно. Ну, на часе. Так вот, волатильность здесь была очень... Тут боты работали. Это все здесь, друзья, работали боты. Видно вот такой разорванный график. Разрывы есть какие-то. Это уже боты набирали. Откупали потихоньку. И значит, в дальнейшем данный актив крупному игроку будет очень интересный. Это на 5 минутке, на минутке у нас... Ой, вообще здесь что-то потерялось все. Где ты там? Ха-ха. Короче. Ну, вот. На минутке. Вот. Это все боты. Боты. Пам-пам-пам-пам-пам, дам-пам-бам. Это все боты. Это ихние черные проделочки, замашки. Так, глобально по Аде. Глобально, как мы это все дело выглядим. Довольно неплохо. Практически пришли к декабрьским ценам. Ничего себе. Давай, Ада, не сдувайся. Нам нужен рост. У меня есть Ада Cardano. Я думаю, что 3 доллара может достигнуть Ада Cardano. Именно на пике альтсезона. Где-то, ну, диапазон 2, 2,5. Вот здесь бы я частично зафиксировал бы. Тоже мы разгрузили по стохастику Аду Cardano неплохо. У нас разгрузка есть. Неплохо разгрузили. Теперь нужно ожидать, что у нас там дальше будет. Кому-то интересный. Высоколиквидный инструмент, он интересный. Пепе. Есть реакция. Многие, конечно же, не верили в Пепу. Мы с вами рассматривали то, что Пепе нормально скорректировалась. И я говорил, что нужно здесь ее где-то покупать. Не знаю в дальнейшем, будет ли рост по ней или нет. Это мемкоин. Мы, конечно же, знаем, что мемкоины, они коварные. Но я все равно делаю ставку на Пепе. Я думаю, что Пепе в дальнейшем еще будет расти. Думаю, что будет расти. У меня есть Пепе в портфеле, я ее удерживаю. Да, конечно же, она укаталась. Я это не отрицаю. Но, блин, это ж мемкоин. Как он тебе без укатки будет дальше расти?
Вот тут может быть такое, что будет формировать разворот по нему. Дай бог. А может уже, конечно же, Пеппа поставила пик. Вот этот вот пик. Уже все. Здесь по мемкоину поставлены. Дальше его просто-напросто соскамят данный инструмент. Может быть такое. Я все равно буду рисковать. Потому как альт-сезона еще нет. И буду ожидать. Сейчас, в принципе, что-то продавать не вижу смысла. Конечно же, обидно. Да, можно было продать бы здесь, откупить вот здесь на 72%. Но, блин, кто знает. Так, 92 700. Хорошо, хорошо, биток идет. Сделаем такой обзор рынка. Притом у нас движение началось. Остановилось падение доминации. Посмотрим. Я думаю, что мы уже все-таки на пороге движения того самого незабываемого, долгожданного. Так, смотрим. 93 касания есть. Чтобы мы ушли на 96, закрепились бы, это было вообще шикарно. Но это тоже нехорошо. Это нехорошо, потому как, ну, просто Чикагская биржа закрыта. Все это дело идет у нас с гэпами, по всей видимости. Потом будем мы сюда возвращаться. А может это будет триггер для того, чтобы мы погружались на медвежку. С хаев сюда тянулись. Посмотрим. 93. Интересно, как завтра будет? Будет ли давление продавца или нет? Пишите в комментариях под видео, что вы именно думаете по поводу этого всего движения. Я думаю, что движение вверх это хорошо, но без проторговок это аномально. Вот так вот. Total 3. Растем. Дай бог. Дай бог. Давайте посмотрим индекс страхожадности. 26. На страхе. Рост у нас на страхе. Может быть такое, что сформировали разворот на страхе. Это хорошо. Что нету чрезвычайной жадности. Дальше. Дальше. Что еще интересного? Давайте вот эту вот метрику посмотрим. Так. Тут у нас шикарно все разгружено. Я думаю, что к значениям где-то пятерки мы можем дотянуться в этом бычьем цикле. Это говорит о том, что еще бычка не закончилась. На пике бычки мы идем в розовый этот квадрат, но тут даже еще никакого намека не было на то, что мы сюда приходили, допустим. Вот, например, в 2021 году мы сюда приходили. Тут, ну, я думаю, что у нас тут дивер есть тоже. Вот так, к примеру. Вот. И мы видим даже невооруженным глазом. Вот так вот, да? Можно представить, что мы где-то будем, наверное, вот так вот здесь вот. Может будет закол, и дальше будем потихоньку падать. Вот. Все это дело вот так вот развернут. Дай бог. Потому как если не развернут, это будет говорить о том, что у нас медвежка. Но я думаю, что никто не хочет медвежки увидеть. Дальше. Что еще интересного? Ликвидации. Давайте посмотрим ликвидации. Ликвидации. Что у нас? Шортисты бриты. Бриты у нас шортисты. Шортисты у нас налипают на рынок. Они, наверное, сейчас и будут налипать, потому как рынок развернули вроде бы. И ну, просто шорт. Кстати, там уже нормально так шортистов подбрили. Немножко похожая ситуация, как это было у нас 3 февраля. Вот, сейчас уже лонгисты пошли. Вот, пошли лонгисты, шортисты, лонгисты. Ну, вообще лучше туда не лезть. Могут сейчас и так. И, кстати, у нас 7 числа будет саммит. Это будет в пятницу. В следующую пятницу Штаты будут делать заседание, саммит по поводу криптовалют. И может быть такое, что... О, 93 биток. Ну, сейчас начнут 5 лонговать, будут лонгистов брить. Лучше под бритву не лезть. Вообще лучше, кто не шарит на фичи, лучше не лезть. Ну, в принципе, нормально. Рынок развернули, это радует, это радует.
3 триллиона. Шикарно. Давайте посмотрим капитализацию рынка. Так, доллар мы глянули. Ну, стейбл. Total 1 давайте посмотрим. Итак, по Total 1. Ну, не хочу это все видеть, 2 триллиона. А если бы мы сюда опустились бы, это бы говорило по медвежке. Но правда чуть ли не закололи. Этот цикл очень стрёмный какой-то. Вот у нас был здесь имбаланс. Ноябрь. И мы опять сюда вернулись. Откуда начинали расти, туда и вернулись. Сейчас у нас есть небольшое поглощение. Но мы все равно находимся в блоке сопротивления. Вот этом вот. Да, думал я, отрисуем треугольник. Сделаем, вот мы закол закололи в феврале. И дальше будем восстанавливаться и расти. Но нет, протянули это все дело и вообще снесли башню все. Башню снесли все. На дневке у нас все шикарно. На недельке. Вот наш альтсезон мартовский. Вот у нас декабрьский альтсезон. И я думаю, что еще мы увидим волну роста. Но неделька у нас здесь не закрыта. И RSI у нас, в принципе, еще ничего хорошего не показывает. Здесь, наверное, будет у нас вот альтсезон. 4,4 триллиона долларов. Я думаю, что будет Total 1. И тут мы отрисуем еще одно облако. Маленькое такое вот зеленое. И у нас будет здесь медвежья дивергенция. Примерно вот так вот. Вот. А здесь у нас будет такое вот облачко. Зеленое. Я, в принципе, предполагаю, что это может произойти. Ну, может, это будет в сентябре 2025 года. Может. Может, оно будет вот здесь вот. Начиная там с апреля, например. Вот так вот. Может, вот так будет. Вот. Ну, это было бы, если бы мы ушли на медвежку. Сценарий слез Сатоши. Но я не хочу видеть медвежку, я хочу, чтобы мы ушли вот сюда. Вот, диапазон 4,5 триллиона долларов по Total 1. И это было бы шикарно. Мы это все дело бы отработали бы по Фибоначчи. Потому как у нас есть некие уровни по Фибо. Вот первый уровень нулевой мы были достигли. Чуть не дотянули до первого 4 триллиона долларов. Ну и вот, конечно же, мы его можем достигнуть. В прошлом цикле мы достигали второго уровня. Но здесь 6 триллионов долларов, не знаю, маловероятно. Мне кажется, вот сюда вот мы можем уйти. В этот вот блок. Вот сюда вот мы можем, в принципе, уйти. Вот здесь у нас будет альтсезон. Ну, дай бог. Ну что, будем надеяться, что рынок развернули. Дай бог, чтобы его развернули, чтобы это был не exit pump, потому как пампанули, так и дампанут. И это реально. Так, 93 700. 93 700. Как пампанули, так и дампанут. Мы же прекрасно знаем, как это все делается. Как это все у нас на втыкалово они делают. Сейчас начинают переливать сальты. Вив тоже вылез у нас тут. Иота. Эфириум. Нам нужен рост эфириума. Нам нужен эфириум уже по 4, по 5 тысяч долларов. Он не растет, собака дыка. Где же это сопротивление? Может, они опять налипли шорты и будут толкать выше. 93 700. Ох, эйфория. Ох, что тут творится на этом рынке. Ё-моё. Ликвидация, давайте посмотрим. Шортисты опять, смотрите. Шортисты. Летят просто в тартарары. 94 300? Не понял. 93 800? Цена битка 94 тысячи? А почему тут нету 94 тысячи? Уже 90.
Ликвидация. 94, 90. Где? Это на каких-то биржах. На Хобби 94. Тут вообще у нас на Байбите 94 300. На Гейте 93. 94 300. На Binance 94 300. А почему на Окиксе нету 94? Что такое? Странно как-то. 94 100. На Binance 93 800. Ну, открываем Binance. 94 400. Bybit. Что это такое? Это какая-то аномалия. Это аномалия просто. Это аномалия, и это, по всей видимости, значение фьючерсов. Там сквизы сильнейшие. Потому как на часе, на 15 минутке 94 150. Кстати, нужно график рассматривать на Binance. Здесь у нас тоже есть разные скользяшки и машки. Объемы просто на огромных объемах куда-то улетаем. 94 100. Ну да, это у нас, короче говоря, спот отстает за фичами. Solana пошла полным ходом. Вот это так должно быть. To the moon. To the moon. Ребята, to the moon. Иначе никак. To the moon. Все, шортистам палку красную в одно место и все. Так, что у нас по скользяшкам? Давайте мы посмотрим скользяшки. Кстати, добавим, короче, пускай будет себе Binance, биток, обзор. На дневочке у нас. Ну, здесь, конечно же, да. Я смотрел видео, многие говорили, что здесь уже крест смерти, биток похоронили там или еще что-то. Но эти кресты смерти тоже ж рисовали у нас. Вот здесь вот, смотрите. Вот у нас был крест смерти. Вот у нас тоже все это дело рисовали. На недельке я тоже помню. Вот у нас был крест. Но это был не смерти, это был золотой крест. То, что у нас был рост здесь. Я помню, это было еще в 23-м году. Видео многие снимали. Ну так, неделька у нас с хорошим фитилем. Молот такой шикарный. Вот было бы шикарно, чтобы мы увидели молот зеленый. Это было вообще шикарно. Ну вот как вот здесь вот, к примеру. Это было просто шикарно. На истории, смотрите, еще никогда такого молота не было. Даже пускай он и красный, но такого огромного молота не было. Но здесь у нас Binance, то не весь неполноценный график. Коронадамп. Скользяшка. Биточек родненький, он просто вырвался с этого дерьмища, блин. Он просто вышел и сказал... Вот такой, он вылазит так с канализационного люка, такой, можно на свободу, а прохожий идет такой назад, он говорит, пошел вон, это никакие назад, мы будем только расти. 94 300, вообще просто шикарно. Эйфория сильнейшая, я думаю, что будет эйфория сильнейшая на рынке, 94 400, смотрите. Давай биток расти, но он, конечно, тоже не может так палкой одной расти. И так уже, смотрите, главное, чтобы это все дело не сдули, потому как... Не, ну если продавец ушел, медведь с рынка, то это нормально. Так, движение у нас на 10%. Здесь у нас было 11%. В пределах нормы, в принципе. По скользяшкам. Дневка. Итак. Вот у нас тоже, в принципе, смотрите, аналогичная ситуация была в августе, да? Тоже похожая ситуация. Потом раз, дневкой поглотили, и была медленная проторговка. Стояли и дальше начали качать. Я это помню от сентября. Но я думаю, что здесь развиваться события не будут, как в сентябре. Намного быстрее все это дело пойдет. Нам нужен альт-сезон, а тут по временному интервалу уже просто америкосы, они поджимаются, думают, ну все, короче. Дальше, короче говоря, тянуть резину уже поздно. Нам нужно до лета все это дело закончить манипулировать. Итак, ну что, по целям мы достигнули. Цели мы ставили. 95 тысяч было. На фьючах чуть не дотянули.
чуть-чуть не дотянули. Пишет мне с азиатских стран там один товарищ. Так, ну нормально, в принципе, нормально. На споте, давайте мы посмотрим, что у нас тут на споте. 94 900. На Binance на споте было 95 тысяч. В принципе, шикарно. Все шикарно. Здесь 97 поставили. Нормально. Так. Ну, мы, конечно же, офигеем от гэпов потом. Гэпы тут будут просто шикарнейшие. Огромнейшие просто гэпы. Сейчас у нас здесь нету информации. Она будет позже. Это будет в понедельник уже видно. В принципе, вот так вот. В принципе, вот так вот. Ну, будем надеяться, что в понедельник у нас будет тоже зеленый. Откроются биржи. Посмотрят люди то, что у нас здесь действительно рост капитализации. Все поперло вверх. Вот уже опять капа 3,150. Нормально. Дай бог, чтобы биток восстановился. Струхнул ядерный пепел у себя с плеч. Нашел место для шага вперед и пошел дальше. Ибо без этих всех движений мы не увидим никакой альт-сезон. Как бы вы себе это не представляли, но альт-сезона никакого не будет без роста биткоина. И лайткоин нам тоже подсказывает то, что альт-сезон еще не наступил, но он скоро будет. Давайте еще посмотрим лайткоин. Шикарно мы здесь откупили лайт. 107 баксов. Восстановились. И сейчас у нас тут такой вот блок проторговочки. Ну, на недельке, если посмотреть недельку, то лайткоин, по идее, должен пойти тоже вверх. Так, раз, два, три, четыре, пять недель. Раз, два, три, четыре, пять. Может быть такое, что здесь было как на коронадампе. А, это у нас месяцы. В какие недели? Что я несу? Так, раз, два, три, четыре. Ну, у нас может быть такое, что 3 месяца будет зеленых и лайт пойдет на 260. Надеюсь, конечно же. Ну что, на данной прекрасной ноте, наверное, будем заканчивать. Это уже так, часик засиделись, посмотрели рынок. Все у нас хорошо. Конечно же, мы офигеем от гэпов. И это не очень хорошо, то, что гэпы будут. Но это такое. Я надеюсь, что биток у нас закрепится. Здесь вот выше, чем 90 тысяч долларов у нас будет закреп. Сейчас у нас есть блок сопротивления, по-любому. Вот он. Огромнейший блок сопротивления. Но я думаю, что мы здесь закрепимся. В диапазоне не ниже, чем 90. Вот так вот. И дальше с проторговочками какими-то пойдем. Вот у нас даже биток поставил неплохо. Тут у нас вероятность проторговки может быть. Чтобы здесь они еще отрисовали бычий треугольник. Вымпел, вернее. Это было бы вообще шикарно. Вот так вот. О. В ближайшее время, в ближайшие 4 часа, там до 5 марта, до 7. Как раз у нас будет заседание Соединенных Штатов по поводу криптовалюты. Здесь, чтобы они отрисовали бычий вымпел. И все. И считаю, у нас будет дорога открыта примерно, ну, в диапазон там 99-100 тысяч долларов. Это было просто шикарно бы. Просто шикарный вариант был бы. Иначе других вариантов быть не может. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Поддержим канал лайками, подписками, комментариями. Все ссылки есть на бирже в описании под видео. На телеграм-канал, телеграм-чат. Ведите себя достойно, все будет хорошо. Все будет шикарно. И я думаю, что мы доживем до альт-сезона. Осталось еще немножко. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Мирного неба.